Так, добрый вечер. Такая случайная у меня трансляция получилась. Она запишется и будет обычное видео. Давно хотела снять на эту тему видео про ритуалы, про то, как они устроены и можно ли эти ритуалы менять, то есть и работают ли так называемые новоделы. В свое время в новоделах обвиняли сборник вот этот Мансура, так называемый. Добрый вечер. Я буду коротко рассказывать, скорее это я планировала это как видео, а не как трансляцию. Значит, что такое ритуал? Ритуал – это короткий промежуток времени, в течение которого маг обращается к высшим силам, выкладывается, готовится часто к этому ритуалу. И существует, скажем так, целый ряд правил, как бы, чтобы этот ритуал сработал, с чего он должен состоять. Значит, первое. В ритуале должно быть четко ясно, для чего он предназначен. То есть либо это желание, помню, что часто желание, оно чаще описывается заранее в ритуале. Какое-то желание. Желание избавиться от врага – это отдельный вид ритуала. То есть ритуалы, которые работают на все. Есть только на получение вещи, какого-то события, допустим, там, карьера, слава, там, допустим, как продажа души. Там много чего. То есть просто так договор с дьяволом, там большие ставки, там много надо просить. Есть ритуалы, которые изначально любовные, ритуалы, вот, чтобы избавиться от врага, наказать врага. Надо четко понимать, что это за ритуал. Второе, там четко должно быть понятно, к кому обращаетесь вы. Есть вообще такие мини-ритуалы, допустим, заговор на зарю. Простейший заговор, но там есть ритуальная часть, когда вы должны стоять именно в определенное время, скажем так, на рассвете, а в некоторых ритуалах на закате, и это нельзя нарушать. Если вы прочитаете в другое время, этот ритуал, он уже не будет иметь такой силы. То есть вся сила остается только как ваша личная. То есть сам момент, когда там написано, что надо читать на восходящее солнце, это надо четко и жестко соблюдать. Значит, этот час необходим для чтения, для обращения именно этого ритуала. Если сказано, что это ночь между 00 и 3 утра, надо, значит, четко соблюдать, потому что именно этот час и способствует максимальному эффекту этого ритуала. За этим надо следить. Есть ритуалы, очень сложные, церемониальная магия, где рассчитывается час. То есть час управляется демоном каким-то определенным, это каббала, и где четко, ясно по дням недели, по дате просчитывается, когда вы должны обратиться к определенному, сначала обратиться к демону дня, потом к демону часа, и это отдельная ритуалика. Это самая сложная, кстати, церемониальная магия, где если вы проведете этот ритуал не в то время, не в тот час, обратитесь не к тому демону. Допустим, вы должны к этому демону обратиться, вы должны выбрать его час. Но это очень сложно. В первую очередь, на что обращать внимание? Допускаю ли я, что новоделы? Конечно, новоделы должны работать, если в них есть вот эта вот часть. Первое, к чему обращаются, к кому, каким духом. Есть ритуалы, где вы никому не обращаетесь. К силам природы, это тоже своего рода духи, там, рунический ритуал. Если вы никому не обращаетесь, это значит ритуал на вашей
силе, на вашей личной силе. Это самый сложный вид ритуала, или без личной силы. Ну, вообще нет смысла проводить его. Вы должны сразу вот смотреть, открыли ритуал и читаете. Вот я просто недавно, ну так не буду подробно объяснять, какой ритуал, что это, где это, ну скажем, какие я заметила ошибки. Вот человек говорит, вот чтобы была защита, и соотносите это с самим ритуалом, для чего он нужен. Допустим, человек говорит, чтобы вот обрести какую-то защиту, надо что сделать? Пойти в какой-то лес. Там найти каких-то там досок, например. Да, в ритуале должны обязательно присутствовать предметы. И предметы эти должны быть из натуральных материалов. То есть это глина, дерево, металл, вода, огонь, возможно, какая-то книга. Опять же, это смотря какой ритуал. То есть эти вещи должны быть ритуальными, а не какими-то, какими попало. Ну, допускается нож, у которого пластмассовая ручка, тут уже нет такого ничего. Но если в ритуале говорится, что вы должны там залезть на какой-то холм, взять какой-то ножик, там, найти какой-то дуб, вы должны точно так же идете, потому что без этого смысл ритуала теряется, если вы его как делаете неправильно, как попало. Допустим, есть ритуал на славу у Серафимы Черной, где надо залезть на высокий холм и найти там самый высокий толстый дуб на самом верху. Если кто не знает, дубы растут таким образом, что они любят сухое, высокое, светлое место. Поэтому они специально выбраны для этого ритуала. Потому что они мощные, долго растут, любят на высоту и чистые, там, не болотистые места. Если вы хотите поменять дуб, там, я не знаю, на иву, этого делать нельзя. Вот все надо понять, этот ритуал изнутри. Почему он так? Почему он... Иначе он не сработает. То есть если вы начинаете его нарушать, пойду там вместо дуба найду какую-то иву где-то в низине. Смысла в этом ритуале нет. Да, и он должен соответствовать смыслу ритуала. Если на славу, то да. И вот я вот, кстати, совершенно согласна. Дуб на высоте, самый толстый надо выбрать. Ну, там определенные есть. Там обращение определенное есть к чему. Вы должны внимательно к этому отнестись. К кому вы обращаетесь. И не советую использовать слова, которые вы не понимаете. Потому что там может быть обращение к какому-то духу смерти. Еще не раз говорила, когда моя клиентка дошла на канал одной дамы, не хочу ее имя называть, потому что мне эта вражда не нужна. Дама очень известная, и там обращение, денежный ритуал с обращением. Первое, я нашла несуществующий дух, то есть я его не нашла. Второе, это дух какой-то, то есть имя демона в игре, его не существует также, это он только придумал. И третий дух, это дух войны и смерти. Каким образом он мог помочь моей клиентке зарабатывать деньги, ну, вот, непонятно. Я вам скажу, что это очень опасно обращаться к этому духу, даже к одному какому-то левому духу. Проверяйте, сейчас есть интернет, наконец. Что это за дух? Если он у вас вызывает сомнения, не обращайтесь к нему, найдите другой ритуал. Дальше. Предметы. То есть есть порядок. То есть есть подготовка к ритуалу, ее тоже нельзя нарушать. Сказано не есть, там, не пить спиртного, допустим, не есть мясного. Надо готовиться, иначе сила ритуала, она может упасть там минимально. Или вообще не сработать. Потому что ритуал это, это как операция, да, как хирург, я не знаю, там вот кто-то есть, у кого-то была операция, да, что вот там, если у человека плохое сердце, там, сахарный диабет, и готовят к этой операции. Иначе операция завершится наоборот, да, неудачно совсем. Поэтому, ну, не обязательно, то есть надо учесть время, какое время. Если сказано в Самайн, значит, надо проводить это в Самайн. Если сказано на Ивана Купалу этот ритуал, значит, надо на Ивана Купалу, иначе этот дух, к которому вы обращаетесь, он просто не выйдет, вы просто тратите время.
Все не так просто. Есть ритуалы, вот самые простые, допустим, на зарю. Заря, кстати, может быть не только на рассвете, но и на закате. Вот эти заговоры, допустим, надо читать, любовные заговоры на закат. Проще. Выбирайте простое, не заморачивайтесь. Не можете высчитать этот час, не обращайтесь к нему. Дальше. Что может усилить ритуал? Место силы. Опять же, надо учитывать, потому что место силы – это отнюдь не всегда место, которое будет вам помогать. Я неоднократно рассказывала про монастырский остров наш в Днепропетровске. Это оно внесено в одно из 22 мест в мире по энергетике, сильнейший. Но, допустим, я не провожу там ритуалы свои. Недавно я вынуждена была, я была на этом месте силы, в связи с тем, что идет война. Я обнаружила на этом месте, где ритуалы проводились до этого языческие, в первую очередь, фашистский знак и с надписью на главном камне. И мне пришлось... Сначала я пыталась отмыть, поскольку место силы, что делает? Усиливает все знаки, всю ритуалику, которую вы там проводите, да, оно максимально усиливает. Но на месте силы, если там существует уже какой-то знак, что он делает? Он фонит просто во всю Ивановскую. Я закрасила. Это было в сентябре, в начале сентября, и нарисовала там знак Альгиз. Вот так вот. Если кто-то из Днепропетровска может это найти на камне сером. У меня есть эти фотографии, я выкладывала их в Инстаграм и выложу еще в YouTube, что там было на камне. То есть места, откуда идет эта сила. Но вы должны понимать, что кто там проводил ритуал, какие это ритуалы. То есть это чисто, допустим, монастырский остров – это чисто языческий ритуал. Никаких, там поставили сейчас христианский храм. И я думаю, что еще и нарисовали там свастику. Понимаете, сама свастика, она-то, конечно, еще и как бы фашистскую свастику, именно в обратную сторону. Поэтому что там сейчас на этом монастырском острове за это время произошло? Значит, там был пожар, потом там был человек утонувший, да, утопленник приплыл, потом там был взрыв за это вот лето. В общем, 13 августа можете даже проверить по интернету. То есть если место не подготовлено, если место хранит какие-то энергетические остатки других людей, других ритуалов, то его надо чистить сначала, понимаете? Про места силы есть вообще, про уникальные ритуалы, когда ничего не надо, я уже скажу в конце, это вы наверняка в бытовом смысле с этим сталкивались, да? Что такое место силы? Оно может быть даже в вашем офисе или дома, или еще где-то, квартира, может быть, стул и так далее. Дальше я про ритуал. Значит, потом, кроме того, что вы следите за тем, что предметы должны быть материально сделаны из стихий. То есть песок, земля, камень, вода, свечи. Можно парафиновые иногда свечи, когда это просто стихия огня должна участвовать. То есть костры разного рода, ножи. Никаких искусственных материалов не должно быть. Подготовка к ритуалу, время должно быть соблюдено. Ритуал – это максимально заставляет вас выкладываться в короткий промежуток времени. И вы не должны при этом ритуале быть каким-то ослабленным или больным. Место силы, опять же, может усилить ваш ритуал, может наоборот свести все ваши усилия на нет. Дальше. По смыслу этот ритуал должен нести именно то, в чем он задуман. Когда мне, например, вот я читала какой-то ритуал, пойти в какой-то лес, взять какую-то деревянную плашку, допустим, да, это как защита.
и положить ее куда-то там, спрятать, и что-то там начитать, и оставить это в лесу. Мне непонятен этот ритуал в качестве защиты. Что такое кусок дерева, который лежит где-то в земле? Он гниет. Каким образом? Это вот тот самый новодел, против которого я вот выступаю. О чем это? Вот такой ритуал хорош для того, чтобы что-то оставить, для кого-то что-то запортить, то есть связать это дерево, которое по сути будет гнить в земле, ну, как порчу чего-то, да, связать этот кусок дерева с каким-то негативом, ну, например, там имя врага или название своей какой-то хвори, болезни оставить, тогда понятно. Еще и попрыгать на этой деревяшке. Типа, если раскололась, значит, не удался ритуал, то есть ваша защита раскололась. Если не раскололась, значит, пусть гниет. То есть вы должны понимать, что какая-то связь должна быть между этим, и это ритуал. Да, он должен, в этом ритуале происходит то заранее, да, с каким-то временным отрезком, что должно произойти в вашей жизни. И это, скажем так, метафора какая-то, да, в переносном смысле в этом ритуале происходит то, что должно произойти с вами или с кем-то. Когда ритуал на защиту, да, на какую-то деревяшку, которая может лопнуть прямо во время ритуала, или вы ее оставляете гнить, это глупость какая-то. Этот ритуал не связанный, он не будет работать. И это один из тех новоделов, то есть человек что-то придумал. Согласна, человек может придумать, и он будет работать. Но надо придерживаться этих принципов. Да? Какая связь между защитой и этим куском дерева, который, по сути, он функции защиты не выполнит. Дальше. Значит, соблюдаем время, соблюдаем обращение, кстати. Очень часто очень грубая ошибка. Но это не ошибка, а скорее, когда в тексте с обращением к черным силам встречается раба Божья. Я думала, почему так получается, потому что раба Божья не может обращаться к черту. Иначе вас накажет и Бог ваш, и тот, к кому вы обращаетесь, черную силу. Скорее всего, это было связано с тем, что нельзя было, скрывали вот эти вот действия, и когда там было написано раба Божья, возможно, так под прикрытием религии эти ритуалы шли. Вроде бы как бы они Божьи, и не так пугали, не так заметны были. Но мы сейчас уже, да, свободны от этого, что... И шло это именно от тех, кто переписывал. Скорее всего, чтобы эти люди не все умели писать, да, что, скорее всего, чтобы вот эти книги, вот эта вот передача информация не блокировались, туда писали, что якобы Божьи. На самом деле использовать эти обращения нельзя. Сами подумайте. Вы приходите, враждует там сосед с соседом, и вы начинаете приходить, и вы третий человек, да, и вы начинаете одному говорить, что вы дружите с его врагом. Какие будут отношения? Нельзя говорить раб Божий, если вы обращаетесь к черным силам. Нельзя. То, что там переписывали для того, чтобы это никто ничего не заметил, и какие-то записи остались. Потому что если бы сказали, если бы раба Божьего не было, это было бы слишком заметно, да, грубо как-то. Так, и кроме того, в ритуале должен быть смысл. Я вам сказала про защиту. Если это по защите, то не подходит. Сама ритуалика не о том. Есть ритуалы, где вы должны... еще надо закончить ритуал, выйти из него. Там есть правила, как тушить свечи, да, как прощаться с этим духом, если вы вызываете этот дух. Вы тоже должны это понимать. Если вы вызвали духа, потревожили его, он еще и к вам еще и пришел. Не факт, что именно тот, который вызвал, но лучше с ним попрощаться. И, естественно, готовиться там, и если темные силы, то, конечно, и защита, и все остальное. Но если вы уже чувствуете, что он пришел, излагать свою просьбу надо минимально, кратко и ясно.
что вы хотите. Предметы. Про предметы в ритуале, еще раз говорю. Они должны соотноситься с ритуалом. Допустим, если это приворот и какая-то кукла, то вы уже начинаете осознавать, да, что там, для чего там на куклу, допустим, фотография клеится, для чего она называется каким-то именем. Вы уже начинаете понимать, да, потому что ритуал, он связан с реальностью, которая должна произойти в будущем. Вот почему. Мы не космического пришельца, да, клеим, да, а конкретного Васю, да, и называем его и так далее. То есть мы должны это связать с сегодняшнюю реальностью, с желаемой. Поэтому должна быть конкретика в ритуале. Когда вы что-то просите, богатство там и так далее, то есть надо даже не только в рунике, в обычном надо что-то просить. Надо называть имя духа, надо знать про духа что-то. Не вызывать левых, непонятных, опасных. И, соответственно, если вы вызываете духа войны, то не вызывайте его ради денег, вызывайте его, разве что вы там какой-то полководец, да, там, или вы боксер, я не знаю, там, чтобы вам победить. Вызывайте духа, который заведует деньгами или какой-то прибылью, или там... Есть духи, которые там помогают найти клад. Их миллион, зачем обращаться к какому-то вообще непонятному. Дальше. Попрощались. Попрощались и не говорить... еще не говорить непонятные слова. Вот о чем они, какая-то белиберда. Сядьте, подумайте, кому, что там сказано. И помните, всегда, когда вы обращаетесь к какому-то духу, да, вы заимствуете его силу. Помните, что вы все равно будете платить своей энергией. И очень у многих после ритуала будет упадок сил, у кого-то бессонница, у кого-то сонливость. И это нормально, как после тренировки, как после забега марафонского. По-другому не будет. То есть магия это не значит, что вообще даром. Просто плата в этом мире, она другая, не деньгами. Вот эти 5 копеек, какие-то подношения мертвым. То, что вы вкус это чувствуете, через это действует, да, что вы приглашаете мертвеца, и он не может съесть эти подношения. Это вы ощущаете вкус, запах этой еды, и через ваши чувства идет контакт с этим мертвецом. Тут объясняю. То есть весь ритуал это невозможно объяснить. Вы должны пройти через него, почувствовать, что это. И почувствовать, как приходит сила, да. Это не значит, что нам прям придет какой-то мужик, хотя и такое бывает. И такое бывает. Несколько раз в жизни у людей и такое бывает. Это я называю произвольный ритуал. И сейчас я о них скажу. То есть, когда сама судьба к вам приходит, какой-то пришелец, или вы попадаете в какое-то место, и с вами что-то странное происходит. Это я об этом в конце скажу. То есть то, что то есть ритуальная магия достаточно сложная и выматывающая. Поэтому я всегда за руной, кто меня знает, потому что руны работают в фоновом режиме. Это как вы запускаете там что-то, да, какую-то стиральную машину, идете спать. Вот, руна там где-то что-то. Да, накручивает электроэнергию, но она сама стирает. А ритуал это очень тяжело. Так, то есть наводилы могут работать, если они по-человечески собраны и имеют отношение к тем самым силам, созданы со смыслом. То есть если вы вызываете духа смерти, то, естественно, вы его что-то просите, да, соответствующее, убрать врага или, наоборот, забрать у вас какую-то болезнь и так далее. Знать его имя и, соответственно, подношение правильно понимать, да, а кому-то не надо подношения. Как разговаривать там с чертями, как соблюдать вот эти все правила. Если там сказано громко кричать, выйти на перекресток, громко кричать. Вы не можете выйти на перекресток, громко кричать, не говорить, я живу в городе, ищите другой ритуал. Этот ритуал не сработает. Ищите ритуал, где надо шептать. Так, теперь я поговорю о самом интересном, о халяве, грубо говоря, о тех же, мы вернемся к местам силы.
Значит, я расскажу про личное свое. Скажем так, что со мной лично было, ну, вот когда я рожала в роддоме, когда я прибыла в роддом, там такая койка, я хотела на нее лечь. Потом мне не понравилось, там что-то дуло из окна, и я легла на другую. И мне сказала моя соседка, говорит: ты знаешь, что перед тобой тут лежала женщина, она месяц не могла разродиться. Я говорю: да, ну как это? Вот, говорит, и говорит, вот это такое место, говорит, будешь долго лежать. Ну, посмеялись и посмеялись. А та койка, на которую ты хотела лечь, там все рожают в течение суток. Я вам клянусь, что сколько я действительно пролежала там месяц, точно так же, потому что вот я приехала рожать и не рожаю. А на той койке разродилось за это время человек 15. И причем далеко не все туда шли. Ну, там дуло из окна, грубо говоря. Но некоторые, некоторые туда приходили. Я же говорю, одна родила через 2 часа, другая через сутки, третья через 12 часов. Причем просто, и когда я уже лежала, ждала, думаю, ну что такое, ничего не происходит. Я пошла, легла на эту койку, родила. В течение суток буквально. Вот я вам клянусь. У меня на работе также, когда я работала архитектором, это был офис, и у меня рядом было место. Значит, на этом месте постоянно менялись у меня сотрудники. Они не, то есть кто-то месяц, кто-то 2 дня. То есть там просто за то время, что я работала, я там долго нигде не работала с моим характером, за год поменялось 12 человек. Можете себе представить. И мне надоело уже работать в этой конторе, мне было уже скучно, интересно, но я никогда не уходила в никуда, то есть я должна была что-то себе найти. Я села просто на это место, через 2 недели я уволилась. Потом у нас еще в одном офисе было место, где все рожали. Вернее, беременели, выходили замуж и рожали, причем в каком-то ускоренном режиме. Вот так вот. То есть место в офисе, куда приходит какая-то девушка, садится, и она там через год беременна. И такие места действительно есть. Многие, даже вот вы сейчас это можете вспомнить, такие места есть и в природе, и в офисе, и в доме, и в адресах. Помните, там плохая квартира у Булгакова. То есть там выход потусторонних сил, постоянно что-то происходило. Не обязательно там 13 номер или еще какой-то. Это часто вообще не важно. Или в квартире комната, где выход этих сил. И вы можете попасть, можете случайно попасть, а можете специально. Кстати, кто не боится, при всех приглашала на Монастырский остров. Это место силы, но это надо, скажем так, продумать эту акцию. У нас периодически проходят рейды экстрасенсов на это место, причем очень серьезным образом. Можете почитать. Доцент Воробьев, это был мой преподаватель. Он преподавал на кафедре городское строительство. Очень много написано на эту тему, и очень много в интернете сведений об этом месте. Ну, скорее там это место несло характер перемен, то есть какие-то перемены в жизни, но они всегда были трудные и сложные, насколько я знаю. Опять же, сейчас я вот это место пока только расчистила, потому что действительно военные действия затихли все-таки. Так, поэтому захотите, будете задавать мне вопросы, пишите комменты, подписывайтесь. Еще Ксения Казарян, да, это моя спонсор новый, который появился у меня на канале. Еще раз хочу поблагодарить. Ну, всех, кто заходит, кто слушает, пишите комменты, задавайте вопросы. Ну и всех, кто сегодня совпал со мной, я вышла просто без предупреждения, также благодарю за внимание. Надеюсь, что то, что я вам сказала, вы возьмете себе
намотаете на ус и используете в своей жизни. Ну, прежде всего, избежать ненужных ритуалов и опасных ритуалов. Потому что клиентка, которая ко мне обращалась с этим ритуалом, как она мне призналась, ну, в общем, она потом оказалась в очень опасной ситуации, криминальной, можно даже сказать. Вот. Так, империя Триада. Вот еще один. Какую-то Россию. Я не за Россию. Я сейчас... Это мои критики, которые ищут негатив, собирают на всех ведьм и критикуют. Вот. Ну, успела я недолго. За какую я Россию? Чего он так решил? Тогда спасибо, до свидания. Можете еще пересмотреть это видео, прислушать, вспомнить, какие места силы у вас есть. Кстати, ну, места силы общие, там это море. Кстати, всегда чистые, красивые места природы, источники, вот, это всегда тоже места силы, просто, может, они не обладают такой какой-то высокой шкалой, да, но недаром, что наши богатые люди любят, что какие-то озеро Кома они любят в горы там сходить. Почему? Потому что человек интуитивно понимает, где ему подпитаться энергией. Ну, есть еще энергия, конечно, людей, но это долгая история. Это я буду снимать видео про где заряжаться силой. Еще сниму видео, как понять, что вы экстрасенс. Это не так приятно, как кажется, быть экстрасенсом, чувствовать все гипертрофировано, все ощущения будут очень острыми. Магия может действовать абсолютно на все физическое через мысли человека, через то, что мы не видим, невидимые силы. Все абсолютно. Кстати, вот недавно есть такой простой принцип в магии, как контагиозность. Ну, грубо говоря, связь куклы, да, с задуманным человеком, которая устанавливается при помощи фотографии или там ритуалики крещения этого человека, то есть куклу крестить, либо наклеивание его там ногтей и волос, это вот идентификация, и появляется связь с чем? С реальным человеком, да, и то, что мы делаем с куклой, должно произойти через какой-то срок с тем человеком, да, на которого мы делаем этот ритуал. Хорошее или плохое? Так вот, недавно Нобелевская премия была вручена вот в 22 году за то, что они открыли спутанные частицы, спутанность частиц, то есть две частицы связаны между собой таким образом. То, что происходит с одной частицей, моментально происходит с другой. Даже если она миллионы световых лет, между ними огромное расстояние какое-то, космическое. То, что уже маги знали и без этого, что существует связь, ее можно установить, и то, что происходит там в одном конце Вселенной, происходит тут же в другом. Вот так вот. И это мы знали до того, как эта физика до этого дошла. Это связь. Можете, кстати, погуглить, кому интересно. Спутанность частиц. Нобелевская премия. Это знало человечество задолго. Просто нас не признают, ну как бы, мы теневая, скажем так, сторона общества. Понятно, что все обращаются, но это слишком большая сила, чтобы ее признать. Да? Поэтому проще не признать. Я, честно говоря, не планировала отвечать на вопросы. У меня тематический такой. Сейчас я... Ну, лично, смотрите,
У меня есть спонсорство, которое я предлагаю, не навязываю. То есть если есть вот какие-то такие в месяц, вы можете его там купить, оно там не так дорого стоит, я отвечаю на ваши вопросы под видео, какие-то консультации вот под видео, по рунике, выхожу там к вам. Я на личные вопросы вообще не отвечаю во время видео, вообще не, ну, во время стрима. Вот. А по поводу раскладов предлагайте, что вы хотите узнать. Да, конечно. Вот. Поэтому личные вопросы я не обсуждаю, личные консультации личные я не даю онлайн. Понимаете, еще раз, как вот представьте, что вы идете по улице, идет какой-то врач, вы ему говорите: эй, врач, подойди сюда, вот скажи что-нибудь мне. Это я так не делаю. То есть кто-то так делает, пожалуйста. Я считаю, что это бессмысленно. Без настройки, без обмена, без оплаты. Вот кому-то что-то говорить, естественно, что. Но это вы просто выкидываете лотерею. Да? Я не лотерея. Я должна на вас настроиться, понять ваш вопрос. Мы должны обменяться с вами какими-то энергиями. А так вы просто да, нет, лишь бы что. Это лотерея, это казино. Я не играю я не гадаю по принципу казино. То есть масса есть тетушек, которые вот вам ответят бесплатно, 100 человек за вечер, они там что-то им отвечают. Я так не делаю. Это не ко мне. Я считаю, что это профанация все-таки. Это не гадание, это можно просто шарик какой-то себе там или кинуть автоматическое таро какое-то там. Ну вот, пожалуйста. Это не то качество, за которое я беру деньги. Простите, но я такой глупостью не занимаюсь. Вот, спасибо. Все это запишется. Надеюсь, не пропадет. Всем спасибо. До свидания.